This is a difficult time of the day. It's very hot. Это сложное время дня, так как очень жарко. Сейчас после обеденное время все переваривают обед сейчас. So it's a time for sleeping. Обычно люди отдыхают в это время дня. But today I'm going to be very cruel and ask you to be alert. Но я буду жестоким к вам. Я попрошу вас сосредоточиться и быть внимательными. And try to concentrate. И постараться сконцентрироваться. Because we want to discuss a subject which is so deep. Что мы хотим очень серьезную тему обсудить. And so valuable. И это что-то очень важное и ценное. Important and relevant to our life. Важное, актуальное So для нашей жизни. what we want to do first is just make a brief summary Вначале я хочу подытожить of some of the important things that we learned yesterday. важные такие моменты, которые мы вчера обсуждали. So, as we know, outwardly, the weather is always changing. Мы знаем, что на улице погода постоянно меняется. But whatever is going on in the weather, we continue with our life. Но что бы ни происходило на улице, мы продолжаем жить свою жизнь. Whether the sun shines or whether it rains, Светит солнце, идет ли дождь, whether it's hot or cold, холодно, жарко, we go on with our все life. равно наша жизнь продолжается. So, because we know that the weather is something external, Потому что мы понимаем, что погода это что-то внешнее, внешний фактор. so similarly, Patanjali and the yoga scriptures and Vedas describe another type of weather, the weather within, inside. Аналогичным образом Патанджали, писание йог и Веды объясняет такую внутреннюю, тоже концепцию внутренней погоды. The internal atmosphere is also changing. Атмосфера, которая меняется внутри нас. But an enlightened person knows that this is also external. Просветленная личность, осознанный человек, он понимает, что это тоже его не касается, это тоже нечто внешнее для него. Just as you can witness the movements of the clouds in the sky, Подобно тому, как вы наблюдаете за передвижением облак на небе, a person who is situated in knowledge of the self, Atma, they witness the movements of the clouds of the thoughts in their mind. человек, который уже установился в своей атме, в своей душе, он как просто наблюдающий смотрит за передвижением своих мыслей, за своей внутренней погодой наблюдает. But those in the lower level of consciousness, being intoxicated by ego, they think whatever is going on inside my mind, this is me. Но люди, которые находятся на более низких уровнях развития, они опьянены своим ложным эго, они считают, что вот это внутреннее состояние их мысли, это и есть они сами. So, yesterday we discussed about 5 types of turbulence, 5 different kinds of turbulence or vrittis within chitta, which is the substance, the mind substance. Вчера мы обсуждали 5 видов врити, вот этих колебаний, которые происходят в субстанции чити, So you remember we в нашем discussed сознании. valid perception, Мы обсуждали истинное, правильное восприятие, invalid perception, ложное восприятие, memory, память, imagination, and sleep. воображение и сон. And then we focused on invalid perception. Затем мы с вами сфокусировались как раз на випадьяе, на ложном восприятии. Because this invalid perception is the root cause of all suffering. Потому что он был обнаружен как главный корень всех проблем, всех страданий существования. Это ложное восприятие. It's important to try to look past the superficial appearances of the world. Нужно перестать смотреть на поверхностные всякие феномены мира. And so great sages like Vyas, Patanjali, they've been able to penetrate through the layers of cause and effect to find out the root of problems. Потому что такие возвышенные личности, риши, как Вьяс и другие риши, они смогли очень внимательно определить, что является истинной причиной страдания. Они рассмотрели вот эту цепь причин-следствий и определили истинную причину. This ability to see into a situation and identify the causes and effects is a function of progressively higher and higher И вот consciousness. эта способность очень четко воспринимать реальность и воспринимать разные ситуации, это проявление более высокого уровня сознания. Эта способность развивается с тем, как мы развиваем наше сознание. For example,
if you take a pebble, Если вы возьмете камушек, you can try it. Take a pebble and возьмите you throw the pebble towards a cat. и киньте этот камушек по направлению к коту. So the pebble will bounce and then Камушек spin around. там ударится об землю, подскочит, покрутится, And the cat will be watching the pebble. а кот начнет сразу наблюдать с любопытством за этим. And the cat will still keep watching the pebble spinning И пока этот камушек вращается, кот будет продолжать смотреть, until it stops пока он не остановится. and thinking, what will it do next? И кот будет ждать, что же произойдет следующее с этим камушком. But if you do the same thing with a dog, if you throw a pebble towards a dog, Если вы поступите аналогично с собакой и кинете камушек по направлению к собаке, the dog will immediately look up to see who threw the pebble. собака тут же посмотрит вверх, определит, кто кинул этот камень в меня. Why? Почему? Because there's a different level of Потому consciousness. что разница есть в уровне сознания. The lower level of consciousness is preoccupied with immediate effects. Потому что те существа, которые находятся на более низком уровне сознания, их больше интересует следствие. And the higher level the consciousness goes, the more it becomes aware of the causes behind those effects. Чем выше сознание, тем больше будет человека или существо интересовать именно причина, которая повлекла за собой это следствие. So, the general persons who think that the situations they're experiencing in their life are the causes of their suffering and try to counteract those situations, their consciousness is like the cat. И люди, которые сталкиваются с какими-то обстоятельствами в жизни и считают, что вот эти обстоятельства являются проблемой их страдания, они подобны котам. So the dog is doing a little better, but the yogis, they can see further. Собака чуть получше кота в этом смысле, но йоги могут рассматривать причины гораздо лучше и воспринимать их They have лучше. identified a deeper cause, and that is viparya, invalid И perception. йоги определили уже такую истинную причину всех проблем, это випарьяя, ложное восприятие. So, yesterday, we looked at the 5 types of invalid perception. Вчера мы с вами обсудили 5 видов ложного восприятия, которые являются 5 причинами страданий. Avidya, accepting that which is impermanent to be permanent. Обидие – это невежество, приятие того, что временно за вечное. That which is impure to be pure. Восприятие чего-то грязного как чистое. The causes of pain to be the causes of pleasure. Восприятие причин боли за причины радости. And accepting what is not the self to be the self. Восприятие того, что не является истинным «я» за свое истинное «я». These things we discussed in some detail Это мы yesterday. подробно обсуждали вчера. Asmita, the consciousness of I am, Асмита, это сознание того, что я in есть. relation to the physical plane. Я есть свое пребывание на материальном плане. And very importantly, rag and dvesh, attraction and aversion. И также две еще важные причины рага и двеша, притяжение и отторжение. First of all, once the mistake of identifying with the body is established, then the things to which the body is attracted or averse becomes the driving force behind all karma. Как только мы начинаем отождествлять себя стену, то вот наше притяжение или отвращение становится вот такой силой, которая движет нашей кармой. So, if you want a car to move, Если вы хотите, чтобы машина then it requires some gasoline. двигалась, то необходим бензин. So the force behind all our karmas is the rag and dvesh, attachment and aversion, which are impressions in our chitta coming from this life and past life's И experiences. вот это топливо нашей кармы как раз есть рага и двеша, это притяжение и отвращение, вот эти наше притяжение к чему-то или то, чего мы избегаем, эти впечатления, которые мы получили уже в предыдущих жизнях. The last type of viparya is called the vinivesh, the will to live, or conversely can be called the fear of death. И последний вид ложного восприятия – это абхинивеш, желание жить или страх смерти. It means that the atma, the soul, which is spiritual, Это указывает на то, что душа, которая духовна по is природе, so absorbed in matter. Abhinivesh means absorption.
А невежда же погружена, настолько погружена в материю, that he thinks that when this material body is finished, then I'm also finished. There's nothing left. душа начинает думать, что когда этому телу придет конец, мне тоже придет конец, что больше ничего уже дальше не будет. So this is very strong in a person's И consciousness. вот этот такой страх укоренен в сознании человека, так глубоко сидит в нас. When this body comes to an end, it's the end of everything. Такой, что когда телу придет конец, то придет конец нашему существованию. You know, when they tried to execute Socrates, Вы знаете, когда пытались казнить Сократа, he was laughing. он просто смеялся, когда ему присудили. They cannot kill me, they cannot even see me. Что он говорил, как они меня могут убить, когда они меня даже не видят. Because he had realization of the self being transcendental and distinct from the physical plane. Сократ уже воспринимал себя как настоящим я, отдельным от физического тела. So the conclusion of our seminar yesterday, which was about the necessity of yoga. Вчера в заключении нашего класса мы пришли к выводу о том, в чем актуальна йога, в чем необходимость йоги. The idea that yoga is for health or looking beautiful, all these things, these are completely new Идея того, что йога необходима для просто здорового тела и красивого тела, это уже новые такие совсем современные идеи. Yoga is a project Йога это проект. to put an end to all problems and suffering forever. Проект завершить страдания, покончить со страданиями навсегда. So the relevance of yoga is that Актуальность йоги заключается в следующем. as long as the chitta, the consciousness is oscillating, the mind is oscillating, С тех пор, пока будут возникать колебания в чите, в уме, then these vrittis, то вот эти брити, which are invalid, эти ложные, эти виды ложного восприятия, drive one through the world in search of comfort, они будут передвигать человека по жизни, двигать его в направлении комфорта, in search of wealth, направить его в поиск счастья, in search of fame, в поиск славы, in search of whatever true love. будут whatever. побуждать человека искать что угодно, там истинно любовь, настоящую славу, And so здоровье. they cause the living entity to engage in karma. И они заставят, вынудят человека заниматься кармой. Karma means to work, to enjoy the fruit of one's own work. Карма – это действие, направленное на то, чтобы получить плоды деятельности, наслаждение какое-то. This karma produces reactions. Но карма, каждое действие вызывает, влечет за собой реакцию. And so when one physical body dies, then the accrued karma causes one to accept another physical body. И когда физическое тело умирает, то карма уже определяет тогда следующее рождение. So that is what type of body we get is called a jati or birth. Джати, рождение – это то тело, которое мы получим в следующей жизни. Maybe male or female, Может, мужское, женское тело, or black, white, какой-то whatever, определенной according расы. to one's past В karma. соответствии с нашей предыдущей кармой мы получаем уже следующее рождение. And the lifespan of that body is also fixed. Также карма фиксирует уже жизнь, длину жизни следующей. One life is only like one day in school. Но каждая жизнь, она подобна лишь одному дню в школе. So a person has to go to school for many days to Школу, get a complete чтобы education. получить полноценное образование, в школу приходится ходить очень много дней. So if in one life we can learn something valuable, we take that impression to the next life and try to evolve, grow. Если за одну жизнь мы можем какой-то извлечь важный урок, хорошо запомнить, то с собой взять это знание в следующую жизнь. Это уже хорошо проведенная жизнь. If one is fortunate to find a qualified guru, spiritual master, in this life they can attain perfection. Если кому-то посчастливится встретить квалифицированного духовного наставника, то уже за одну жизнь человек в этой жизни он может достичь совершенства. And be enlightened to the principles that govern the reality И of existence. получить просветление, осознать, что происходит в этой реальности, что есть реальность. The birth one takes is called jati. Рождение называется джати. The lifespan is called ayu. Продолжительность жизни называется аю. Like Ayurveda means the knowledge of lifespan. Слово аюрведа происходит от этого, что знание о длине жизни. And then the next technical term Patanjali is using is called bhog. Патанджали использует слово Бог. Bhog means what shall we enjoy or taste. Это что нам предстоит, чем нам предстоит наслаждаться? Бог. So it's fixed according to Это karma. тоже зафиксировано нашей кармой, нашим долгом.
interested in. Just like no one works hard to fail. Никто не прилагает никаких усилий, чтобы встретиться в жизни с каким-то провалом. No one makes any effort to become sick. Никто не прилагает усилий, чтобы заболеть. Or for their car to be stolen or their house to burn. Никто не старается, чтобы дом ограбили или машину разбили. So all types of difficulties come by themselves without any effort. Возникают в жизни сами по себе, без всяких усилий. So similarly, all types of material pleasure or material happiness comes by itself without any effort. Аналогичным образом, все хорошее тоже приходит само по себе, все хорошие такие события в нашей жизни. Не надо прилагать никаких усилий. But when the consciousness is in a low level, anyone doesn't believe it. А когда сознание на низком уровне, то человеку трудно поверить в этот факт. Just like a donkey is in India, they work very hard carrying a big weight on their back. Подобно тому, как ослы, они очень тяжко трудятся. Вот в Индии они тут носят постоянно какие-то груз, переносят с места на место. And the donkey thinks at the end of the day, if I've done all this work at the end of the day, I can eat some grass. Осел старается, он думает, если я буду хорошо работать целый день, то вечером меня покормят травой. But grass is growing everywhere for free. Трава растет повсюду, она бесплатная. So, this is the nature of Maya or illusion. Аналогия того, как работает майя, как природа иллюзии. This is why a real teacher of yoga, Поэтому настоящий истинный учитель йоги, they never charge anything. они не берут Everything free. денег, они все знания дают. Anyone may tell, oh, then how will you eat? Кто-то может сказать, ну а как он будет питаться, как он будет If the yogi is thinking so, he's not a yogi. Но если йоги волнуются о том, как он накормит себя и хлебно смысле, то он не йоги. So to be actually on the platform of pure consciousness is not an ordinary thing, but it is available to everyone if they apply themselves under guidance of a qualified teacher. Поэтому, конечно, это нелегко достичь уровня чистого сознания, но этот уровень существует, и чтобы его он возможен, нужен квалифицированный духовный наставник. Now, what happens is our worldly experiences, they compound and make stronger the invalid perceptions. И что происходит вот в этом цикле? Вот наше мирское восприятие, наш жизненный опыт, он усиливает и укрепляет наше ложное восприятие. And so a cycle goes on. И вот так создается такой замкнутый круг. Essentially, the mind which is oscillating engages one in illusory karmic activities. Беспокойный, взбудораженный ум постоянно побуждает человека на кармическую деятельность. They have their reactions in the form of the appearance of the soul in the material В форме world. реакции на эту кармическую деятельность человек, душа снова рождается. And then the life experiences, in the course of this, more and more disturbance comes in the mind. And in this way, В процессе the жизни samsara chakra, возникает, the cycle of reincarnation is going on. в процессе жизни возникает все больше и больше вот этих всяких впечатлений и ложного восприятия, и создается вот такой замкнутый круг самсары. So the project of yoga is this. И в чем заключается проект йоги? The cycle has to be broken here. Цикл нужно вот оборвать как раз в этой цикле. You've already taken birth, so it's too late. You can't. You're Уже here. родиться мы уже родились, значит, это You're already here. начальный этап тут. What we have to do is to check these vrittis in the Что нам надо consciousness. сделать? Надо остановить эти врити в And then сознании. all the karmas will not come. И тогда карма уже не будет возникать больше. So this is the relevance and the project of В yoga. этом заключается смысл и актуальность йоги. So this is a little summary of some of the ideas we discussed yesterday. Это был итог того, что мы обсудили вчера. Yesterday's lecture was called "What is Yoga?" and why is Вчерашняя it лекция necessary? называлась «Что такое йога и в чем ее необходимость?». Now we come to today's seminar. What is today's seminar called? Как называется сегодняшняя лекция? Кто знает? Yam and Niyam. Yes. Ям и Ниям. Ashtanga Yoga has Ashtanga, 8 В parts. аштанга-йоге 8 составляющих. Ашта. 8 parts. So we just look at them before we go into each one in detail. The first is called Yam, 5 restraints. Первая составляющая – это яма, 5 ограничений. Then
Niyam, 5 observances. Ния, 5 предписаний. The third one is asana, Третье анга это асана, posture. позиции. Patanjali has defined asana, sukhastiram asana. It means to be able to sit without moving, sthira, without moving, and sukham comfortably, without feeling any pain. This is called asana. Патанджали сам дает определение асаны, это способность сидеть в одном положении, не передвигаясь и комфортно, So for the purpose of не двигаясь в ней. perfection in yoga, many asanas are not necessary. Потому что достичь совершенства в йоге нет необходимости совершенствовать множество асан. Only the ability to be in one place without feeling any pain, without visiting. Можно достичь такого уровня, где мы можем сидеть в одном положении, без не испытывая никакого неудобства. Then, when that has been perfected, then is pranayama. Достигнув совершенства в асане, переходим к пранаяме. So, in general, it's called breath control. Обычно люди называют это контролем дыхания, But pran is not really breath. но прана это не просто дыхание, это нечто другое. Today we're focusing on these two. Tomorrow we'll discuss exactly what is pran. Сейчас мы фокусируемся сегодня на яме и нияме, а завтра мы обсудим подробно прану. Tomorrow's seminar is understand your body, understand the universe, Потому что and vice versa. тема завтрашней лекции это познай свое тело и познай Вселенную. So to understand the cosmic energy pran and the pran in your body, by understanding one you can understand the Понять other. свою прану, мы поймем тогда космическую прану. So we'll be discussing physiology and the relationship of physiology to cosmology tomorrow. И завтра мы обсудим связь между физиологией и космологией. But essentially, once the breath has become situated in Sushumna Nadi, Но когда мы сможем научиться удерживать поток праны в Сушумна Нади, then the mind can become steady. то ум So тогда может стать умиротворенным и the спокойным. next stage is called Тогда следующая анга Pratyahara. Actually, the word ahara in Sanskrit means to eat. пратихара. Слово ахара на санскрите означает кушать. And the prati is like the English word anti. А прати это как слово анти. If you put anti on the beginning of something, it reverses Если it. префикс анти, то это меняет значение на противоположное. So pratyahara, as etymologically speaking, means the reverse of eating. Этимология означает это как голодание. Eating is something that we do not only with the mouth, but through all the senses. Мы кушаем не только ртом, мы кушаем всеми органами чувств. See? If you eat something which is impure, you'll feel sick. Если вы скушаете что-то грязное, плохую пищу испорченную, то вы почувствуете себя плохо. But if you see something which is impure with your eyes, through your eyes it goes into your mind and you also feel happy. Если вы увидите что-то очень неприятное, грязное, нехорошее, то тоже вы загрязнитесь, вы будете плохо, и ваш ум будет плохо себя чувствовать. So the concept of eating here means that all the 5 senses, they take experiences from the outer world and bring them into the chitta. Поэтому в контексте йоги вот это ахара означает это поедание всеми органами чувств. Пратяхара это пресечение, вот это голодание сенсорное. So pratyahara is the opposite of that. И вот пратяхара это противоположность Pratyahara means withdrawing the senses from the external world. чувственного такого поедания. Поэтому мы пытаемся отсечь вот это, пресечь это чувственное поедание всего. In Bhagavad Gita there it said, Yada samharate chayam kurnangadi iva sarvashaha indriyadindriyate vyastasya pragya pratishtitaha. A person with pure consciousness can take their senses all inside, just like a tortoise can bring the arms and legs inside the shell. Гита говорит, что осознанная личность может как отсечь, втянуть в себя все свои органы, как чувства, подобно тому, как черепаха обтягивает все лапы в панцирь. Generally, we think that we smell with the nose, or we hear with the ears, so on. But these are fleshly, these are made of flesh. Мы считаем, что мы вдыхаем аромат носом, слышим ушами, но на самом деле это грубые телесные органы.
the five senses are very fine, subtle atoms situated in the Anahata chakra. На самом деле наши органы чувств, это маленькие, это крошечные атомы, которые находятся в районе чакры сердца. Their energy is distributed to the fleshly organs through the nadis. The prana carries their power through the nadis. Их функции расходятся по нади, по каналам меридианам тела, к самим грубым органам чувств. Pratyahara is the withdrawal of the power of the senses back into the atoms. Because that energy is dissipated throughout the gross physical body. So it's withdrawn. Вобрание этой энергии обратно этим атомам чувств из тела. When the senses are detached from the external world, и когда чувства так отсекаются от внешнего мира, then you can concentrate. то тогда становится возможна дхарана, концентрация. So the next day is called dharana, concentration. Шестая анга аштанга-йоги называется дхарана, концентрация. And when concentration becomes deeper, когда концентрация становится глубже, then it's called dhyan, то она переходит уже в дьяну, meditation. медитацию. In the Kurma Purana, it said if the mind can be fixed without moving for 12 seconds, it's called dharana. Курма Пурана дает определение дхараны, что это способность зафиксировать ум на 12 секунд. Если ум полностью стабилен в течение 12 секунд, это уже дхарана. And if dharana can be held, actually the word dharana means to hold. Дар означает держать, удерживать. If dharana can be held 12 times, если вы вот это состояние 12 раз умножите, 144 seconds, если это продлится 144 секунды, it will go into the state of meditation. то тогда это уже состояние переходит на уровень дьяны, медитации. So, many times we see people sit down for a few minutes and close their eyes. They think that they are meditating. Мы иногда видим, люди садятся в медитацию, на пару минут закрывают глаза и считают это медитацией. No, they just start running around like a squirrel for a few minutes. This is not meditation. Не есть истинная медитация, они просто прекратили бегать повсюду как белки и просто присели на место, успокоились на пару минут, но это не является настоящей медитацией. Meditation is a high state of consciousness which occurs after the senses have been withdrawn from physical bodily consciousness. Потому что медитация это очень возвышенное состояние, которое уже доступно после того, как пройдены эти этапы пратяхары и так далее, концентрации. When dhyan deepens, it becomes the last limb called samadhi or И trance. более зрелая вот эта форма медитации уже называется самадхи, транс. So, if you want to, at the end of the lecture, you can give your email address to Swanavata. Вы в конце лекции можете дать email-адреса мне. And I'll send you all these Я slides. пошлю вам эти слайды по email, чтобы у вас For your study. чтобы вы могли снова изучить это и запомнить. So, and the slides from yesterday. И вчерашние Each слайды. day we'll send Мы будем высылать эти слайды all the details day by day. So, these are the 8 limbs of Ashtanga Yoga. Это 8 составляющих аштанга-йоги. And today, our focus is on the first two. Сегодня мы фокусируемся на двух первых, яма и нияма. This is a very important point because generally if someone goes to a yoga class, they immediately begin here. Это очень важно изучить, потому что обычный класс йоги начинается прямо с асаны. Really, that's not yoga. Но это не йога, That's gymnastics. это гимнастика. Just like a body cannot move without prana. Тело не может передвигаться без праны. So similarly, the change of consciousness that comes from yoga cannot take place without the foundation of yama and niyama. Аналогичным образом личная трансформация сознания, которая происходит в процессе практики йоги, она не произойдет без яма и нияма. And this is why we wanted to dedicate a whole seminar only to these two Поэтому я решила foundational principles of Ashtanga Yoga. уделить всю лекцию именно этим двум важным принципам. Это фундамент аштанга-йоги. So, first of all, yam, the 5 restraints. 5 ограничений. So, the first one is ahimsa, Первое – это ахимса, non-violence. ненасилие. Okay? Satya, truth
truthfulness. Сатья, правдивость, честность. Then asteya, not appropriating the property of others. That does not belong to you. Не присвоение себе чего-то, что принадлежит другим. Brahmacharya, Брахмачарья, целибат. and that's when aparigraha means non-acceptance, means that we don't take possession of things that we don't need. Апариграф – это принцип того ненакопления ненужного. Собирать то, что нам не нужно. So, Patanjali in his Yoga Sutras has given some extensive comments on each one of these and what are their benefits. Патанджали уделил очень много внимания в своих комментариях каждой из этих ям, объясняя, что они значат и их результат. So first of all, ahimsa. He says that Патанджали объясняет, что ахимса this is the basic basis of all yams, and the others are different expressions of this one что principle. ахимса есть самый главный принцип яма, а все последующие это просто как продолжение ахимсы. Himsa Разные проявления ахимсы. means violence. Химса означает насилие. Not only physical violence, but also just the mood. Это не только физическое насилие, это просто само даже настроение. That is a mood of enmity towards other living entities. Это настроение какой-то враждебности по отношению к другим живым существам. If one wants to practice ahimsa, it means that the heart should be free of any malice towards any other living entity. И чтобы совершить вот этот принцип ограничения ахимсы, то необходимо избавиться от чувства, какого-то неприятных чувств по отношению к другим живым существам. So, Чтобы не было никакой враждебности по отношению к другим. the enmity of any soul towards other living entities is very deeply rooted. Но вот это чувство враждебности, оно очень глубоко сидит в сердцах живых существ. You can imagine some person, just for a moment, Представьте, remember some person you like very much. представьте себе человека, которого вы очень сильно любите. And now, next to them, remember some person you really don't like. А рядом теперь вообразите того, кого вы очень не любите. Now, can you see them equally? Вы можете равнозначно их воспринимать без пристрастия, одинаково? Or do you distinguish? Или вы делаете различия между этими двумя? You see, the soul in everyone is a transcendental being. Душа в каждом живом существе это трансцендентное. But what we are calling good and bad is the movements of sattva, rajas and tamas in the physical bodies which are covering the souls. Но то, что мы называем хорошим и плохим, вот эти плохие, которые то, что мы воспринимаем, это просто движение гун в физических оболочках этих душ. So it's very easy to say, I am Atma, I am the soul. Мы легко можем признать себя душой, сказать «я душа». But we have to apply that to others as well. Но этот принцип надо также применять, научиться к другим, тоже видеть их как You души. also Atma, you are all Atma. Что надо видеть, что все остальные тоже души. But because of the vrittis, chitta vrittis, the whirlpools in the mind, people, the souls, appear to be acting in different ways in this physical place. Из этих воронок, которые происходят внутри сознания, вот эти мы уже не видим людей как души. So, if we examine it very deeply, the principle of ahimsa is applying our knowledge of self-realization practically in the way we see the world around us. Поэтому принцип ахимсы – это способность применять это знание, понимание того, что мы души, в окружающей среде, видеть все через призму. Of course, ahimsa begins in a gross level by being vegetarian. На грубом плане ахимса проявляется в том, что мы должны быть вегетарианцами. This is the first step on the yam of ahimsa, to give up eating meat, because this food stuff can only come by himsa, committing violence against other Мясо people. и мясные продукты только это продукт насилия и смерти, поэтому на грубом уровне первое это необходимо быть вегетарианцем. Patanjali said that if a person deeply has observed this yam of having no enmity to another person,
then their presence is so cooling that even a cat and a mouse will give up their enmity in the presence of that person. Потенциально сам говорит, что если человек действительно он живет этим принципом ахимсы, что он полностью избавился от враждебности по отношению к живым существам, то его само присутствие будет таким приятным, охлаждающим, что даже кошка с мышкой не будут там сражаться. Even, you know, a snake and a mongoose, they're deadly enemies. Что мангуст и змея, которые такие клятые враги. But when a yogi who has followed this yam, perfected this yam, comes in their presence, they stop fighting. Рядом с ними появится йог, который строго следует этому принципу, этому яму, то мангуст и змея перестанут бороться. So the presence of a person who has himself made peace with every living entity causes all living entities they meet to make peace with each other. Поэтому человек, который уже примирился с миром и со всеми живыми существами, его присутствие будет создавать гармонию и мир между людьми, которые встречаются, гармонично вести себя. That power to reconcile the differences between all things Способность примирить is противоречия. the mature fruit of following the yam of ahimsa. Вот эта способность примирить все противоречия в окружающей среде, вот это как раз и плод, результат того, что человек следует принципу ахимсы. So then, the next one is satya, truthfulness. Следующий принцип это сатья, правдивость. It means that when one's words and thoughts and actions correspond with the facts, Когда слова, мысли, действия человека соответствуют, когда его поведение и мысли соответствуют тому, что он говорит, and the fruit of developing satya, the perfect honesty, is that whatever one speaks will become true. результат того, что человек следует этому принципу сати, это то, что его слова станут правденческими, что то, что он скажет, оно сбудется. Very often you see people, they come to a sadhu in India and say, oh, please give me blessing. Вы видите, иногда люди приходят к садху, к святому человеку в Индии, просят о благословении. So if the sadhu said, Mangalam Bhavatu, И саду дает give a blessing, may your благословение, life be auspicious. пусть твоя жизнь будет Your life will transform and your life will become благодатной, auspicious. то жизнь полностью поменяется и будет благодатной. So one's words develop power when the power of speaking is never abused by breaking the code of satya. Поэтому, когда человек не нарушает, никак не оскорбляет эту способность разговаривать, когда он всегда правдив, то его слова будут обладать уже огромной силой. Asteya means non-stealing. Астея, не присвоение себе чужого. So when a person never, by trick or by any means, takes anything which belongs to anyone else, Когда человек не прибегает никаким уловкам, чтобы присвоить себе чужое, including the resources of the world. это тоже относится к ресурсам мира, You know that in the Bhagavad Gita, природным ресурсам. it is said that the air that we breathe, Бхагавад-гита объясняет, что воздух, которым мы дышим, the heat of the sun, и тепло солнца, the свет fruits of the солнца, forest, all these things are given by higher powers, devatas. что все это дано нам высшими силами, деватами. If one will take them without giving thanks, gratitude, in the form of yajna, that person is a thief. И человек, который берет, присваивает себе это, не выражает благодарность деватам посредством яги, то он считается вором. So anything can be accepted. This is not only talking about don't rob a bank. Тут не идет речь о том, чтобы не ограбить банк. It means to know to whom everything belongs, and it can be accepted in a proper way with a sense of gratitude by performing yajna. Это более высокий уровень сознания. Сознание, что все принадлежит высшей силе и признательность, когда мы используем все объекты этого мира и выражение благодарности через ягью. That's why the sacred food in India is called prasad. Поэтому духотворенная пища называется прасад. Whatever is cooked is then placed before the deity and with prayers, and then taken afterwards as a type of mercy. Потому что то, что пища приготовлена, она затем предлагается Господу, и уже духотворенная пища прасад почитается. Patanjali said, when one has perfected the mentality of not stealing,
then everything that you need in your life comes automatically without any effort. Патанджали говорит, в чем благо заключается этой способности, это отсутствие склонности к присвоению себе чужого, что если человек ничего не берет чужого и не жаждет, то все автоматически к нему приходит в жизни, что ему необходимо. Then brahmacharya. Brahmacharya is celibacy. Целибат. So you can see why the commercial yoga enterprises, they don't want to teach yam and niyam, because they'll not make a lot of money. You can come, you have to be celibate first. Видите, почему коммерческая йога не будет уделять много времени обучению ямам и неямам, потому что немногие захотят обучаться, что им надо быть следовать целибату. Это не очень популярная идея. The sexual act makes the deepest impression in the chitta of bodily identification. Половой акт создает наиболее такую глубокую самскару, такое глубокое отметина, впечатление на нашей чите, на нашем экране сознания, которое создает это чувство отождествления себя с телом. In the Bhagavad Purana it said, Umsastriya maituni bhavametam tayor rigai grantemahu, means that the union between male and female causes the tightening of a knot of ego between Atma and the physical body. Бхагавад Пурана объясняет, что половой акт между мужчиной и женщиной глубже и глубже завязывает узел между душой и физическим телом. So a person who wants to transcend the bodily conception, they cannot do it and at the same time every day tighten the knot of connection with your consciousness. Поэтому человек, который стремится освободиться от отождествления себя с телом, возвыситься над телесной концепцией, он не сможет это совместить вместе с постоянной сексуальной деятельностью, потому что это будет противоречить тому, что он пытается достичь. So the force of sexuality is extremely powerful. Сексуальная энергия — это очень огромная сила. And anyone cannot overcome this force without themselves being invested with spiritual power. Потому что, не набравшись духовной силы, никто не сможет противостоять этому притяжению сексуальной энергии. So in the traditional yoga system, a student will come and stay in the ashram of the guru for some time and act as a very humble servant, sweeping the floor, collecting firewood. And by becoming very humble and serving the Guru, then there is a transference of spiritual power to the disciple that they can overcome all internal obstacles. Традиционно обычно ученики йоги приходили и жили в ашраме гуру, и там они служили гуру, они очень суверенном настроении, они там чистили ашрам, убирали, приносили дрова, и таким образом они служили своему учителю, и учитель милостиво давал им духовную силу. So Patanjali has defined the result or the fruit of brahmacharya, celibacy. Патанджали объясняет, каков результат брамачарьи, целибата. This word brahmacharya, if the etymology, Brahma means spirit. Если мы рассмотрим этимологию слова брамачарья, брахма означает дух, and achar means behavior. Ачар — это поведение. So literally brahmacharya means if you are not the body, then behave as if you are not the body. В чем смысл брамачарьи? Если ты не тело, тогда веди себя как не тело. So the implication is celibacy. Подразумевается под этим целибат. Now Patanjali, he said the fruit of brahmacharya is virya. Virya means vigor, energy. Патанджали объясняет, что результат брамачарьи — это вирья, это сила, энергия. This energy is energy to do sadhana, your spiritual practice. Особенный вид энергии — это энергия, способность совершать духовную практику, садану. So if the yam of brahmacharya is broken, you have so much energy for doing karma, but your energy for doing sadhana will go. Человек, который нарушает это правило брамачарьи, у него будет энергия, но эта энергия будет идти, энергия для кармической деятельности, а его способность и сила совершать духовную практику
сильно слабеет. So the virya, the energy that comes from brahmacharya, is not an ordinary type of energy, but it's the enthusiasm to do sadhana, to do your spiritual practices. Силы энергии, которые являются результатом целибата, это вот особенный вид энергии энтузиазма, это энтузиазм заниматься духовным развитием. So Patanjali defined this energy as the power to not give up when you meet obstacles. И Патанджали объясняет, что это такая сила выдержки, что человек не сдается, когда он сталкивается с препятствиями. On the spiritual path, many obstacles come. Потому что много препятствий могут возникнуть. And someone who has energy, Тот, у кого есть энергия, they put their feet on the head of all the obstacles наступит and на they эти use these препятствия obstacles to climb up. и как по ступенькам пойдет вверх по этим препятствиям. But if virya is not Но there, если нет этой силы, вирии, when an obstacle comes in, то увидев первое даже Oh, this is препятствие, difficult. человек скажет: ой, это очень сложно, I'm just going to watch TV. лучше я телевизор посмотрю. Sadhana. Все, садхана закончена на этом. So, aparigraha, Апариграха. we mentioned it means to not accept more than we need. Это принцип не накопления больше, чем нам нужно. It said, Patanjali said, once one has mastered this yam of not taking more than necessary, Патанджали говорит, что когда человек усовершенствовал, уже овладел этим принципом не накопления, then the yogi develops the insight to understand his past lives, his present life, and his future life. уже овладев, усовершенствовав вот этот принцип, йог тогда сможет вспомнить прошлые жизни, осознать теперешнюю жизнь и увидеть будущее. So, these are the Итак, это будет 5 yams. 5 предписаний ямов. Are there any questions? Есть вопросы по ямам? Okay, then we'll move on to the physical practice of brahmacharya. Does it mean to have a special physical practice in the body? To transform the sexual energy? Когда люди практикуют брахмачарью, нужно ли им заниматься какой-то особенной физической практикой, чтобы трансформировать сексуальную энергию? This is a very good question. Это хороший вопрос. You see, it doesn't necessarily require any physical practice. Нет необходимости в какой-то особенной It физической requires практике, a complete adjustment of lifestyle. но необходимо полностью поменять стиль жизни. In Bhagavad Gita, it is said, Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna Samudbhava. That the sexual desire is called Kama. Гита объясняет, что сексуальное желание называется кама. And this Kam comes from Rajaguna. А вот эта кама, это сексуальное желание возникает из раджагуны. So if a person will cultivate sattva Если in человек everything they do, культивирует энергию саттвы во then всех Rajaguna своих will go down действиях, and Kama will go. то не останется вот это, то не будет раджагуны тогда и не будет кама. For example, Например, the early morning time рано before утром, sunrise время перед восходом солнца, is called Brahma Muhurta. называется брахма-мухурта. Their sattva is very strong. Энергия саттвы очень сильно доминирует в это время If a дня. person will be awake at that time every day, Если человек в это время they не will будет not be спать, affected so much by Rajaguna. то на него Because they get the будет daily влиять infusion of sattva. потому что он успеет за это время получить достаточно сильную дозу саттвы-гуны. But if a person will sleep through the Brahma Muhurta Но если человек проспит через этот and then be awake in the tamasic hours, 11, 12, потом будет бодрствовать поздно вечером, when the clubs start really когда going, клуб начинает открываться, then they must become attacked by rajas. то непременно он станет жертвой So the food that one ingests, еда, которую the человек times of being awake and asleep, время пробуждения, время сна, the manner of dealing with others and so on, общение, круг all have to be общения, adjusted to take shelter of sattva and then rajas. все это повлияет на гуны и это определит, под какой энергией мы будем находиться. Meditation, Саттва или радость. and it will come now also in the observances of niyam, that's called tapas, austerity, also destroy the samskars, the impressions of past activities. So the main problem with overcoming the sexual desire is the impressions or the memories from this life and previous lives.
чем that заключается rise in the mind. сложность преодоления This is the main сексуальных problem. желаний? So Потому что these уже sanskars can be obliterated by сильные у tapas. нас впечатления с прошлого остаются на экране сознания, поэтому, чтобы избавиться от них, рекомендуется медитация и также аскезы. Они помогают избавиться, стереть вот эти прошлые впечатления. There are also shastras in India like Kama Sutra and so on, Также есть шастры, такие как Кама-сутра, which recommend stages. которые рекомендуют определенные Leading такие towards этапы, которые постепенно помогают избавиться от сильных сексуальных желаний. Для тех, чтобы не сразу пытаться это репрессировать, а So постепенно. that's the subject. That's another Это seminar. совсем другая тема, другой часть лекции. So, but in essence, it's that discrimination in daily life to always choose sattva over rajas, and then everything becomes easy. Главное, что помогает в этом, это постоянно внимательный выбор, чтобы выбирать все то, что сатвично, и избегать того, что раджасично. And as we mentioned, В нашей especially повседневной by жизни. becoming a very humble servant of Guru, of the spiritual teacher, a power comes to overcome all И также, как мы уже сказали, если человек становится смиренным слугой сильного, мощного духовного учителя, то к нему переходит эта духовная сила. So now, the first of the niyams is saucha, cleanliness. Первый из ниямов и предписаний – это сауча, чистоплотность. Generally, a yogi should make his ashram close to a river or lake. Рекомендуется, чтобы йог жил рядом с озером или рекой. And three times a day, early in the morning, noon, and evening, take bath. Йога-ашрам должен находиться рядом с водоемом, в котором йог может 3 раза в день принимать омовение. And put fresh clothes. И каждый раз носить свежую, чистую одежду. So the body should always be kept clean, and clothes also. Тело должно быть чистым, одежда должна быть чистой. As soon as you wake up in the morning, you should scrape your Как только tongue. вы просыпаетесь утром, нужно тут же почистить язык. Does anyone have a tongue scraper? У вас есть такая серебряная или медная такая It's шкрябалка для now they're языка? plastic, but better is if you have silver. Лучше серебряную такую It's шкрябалку, like a strip of silver like this. и она снимает налет с языка, все эти так, Scrape your tongue. шлаки. Take all the bacteria from the Все tongue. бактерии, все это загрязнение нужно очистить язык первым делом после пробуждения. Also, a yogi, if they go to the toilet, they take off all their clothes. Если йога Then use идет, the toilet, and then bath, and then put the cloth. йог по большому идет в Don't use туалет, the toilet in the cloth. он снимает с себя всю одежду, сходит, потом она моется полностью, очистится и затем оденет одежду. This is not only a biological cleanliness; it's a type of psychic cleanliness Это не also. только такая чистоплотность тела, это чистота плоти, но это чистота такая наших тонких тел прямо. So the yogi should be meticulously clean, Йогу нужно было быть предельно чистым. and the purpose of the cleanliness is that gradually the person comes to realize this body is impure. И в чем смысл этой постоянной чистоплотности, что со временем человек приходит к осознанию, что это тело нечистое. As the consciousness of purity becomes more and more refined, Чем чище становится сознание, the soul realizes this body is always impure. чем яснее душа понимает, что это тело всегда нечистое. Always stool and То urine is всегда какие-то coming, испражнения, perspiration, плохой запах, mucus, earwax, слизь. everywhere. Повсюду, по всему телу надо все равно что-то вычищать. If you like your body, Если then вам my body is нравится great, свое тело, вы его обожаете, then yoga is impossible. то йога будет невозможной для вас. Because in yoga, the determination to transcend the limitation of the body is like a prison for the atma. Потому что смысл йоги – это возвыситься над плотью, над телом, потому что эта плоть – это как тюрьма для души. So Patanjali said that the fruit of cleanliness is Патанджали объясняет, что результат этой чистоплотности, when the yogi begins to realize that his body is impure, что когда йог начнет осознавать, что тело не является чистым, then he will become very disgusted with the contact of his body with another body. то тогда ему будет очень отвратительная идея контакта между его телом и So it другим comes back to телом. your question also. Это опять отвечает на ваш вопрос. It's a question of purity of consciousness. Это уже на уровне чистоты сознания происходит. Oh, I heard one history. Я слышала одну историю There was one tribe in the jungle in Burma. про одно племя в Бурме. And if they found any dead animals, they used to throw them in a pot.
Если находили каких-то мертвых животных, они кидали их в кастрюлю, там, в горшок какой-то. And this iron pot would sit in the sun. И этот огромный котел стоял под солнцем. And after some time it would all ferment and И это постепенно гнило там все. and then there was a tap and they used to get some juice out of it. It was like a fermented И они liquor made как-то from dead выжимали animals. какой-то отвратительный сок из этого, из этой мертвых животных. And the smell is so disgusting. Запах был просто отвратительный. But their consciousness was so automatic. Oh, this is good. Сознание этих аборигенов было настолько низким, что им казалось это каким-то нектаром. Just like if you do yoga for a few years and you can smell bacon or meat and cooking. Oh, Например, человек, который уже вегетарианец много лет занимается йогой, для него запах там бейкона, там какой-то ветчины уже кажется просто отвратительным. but some Indian persons came there with ghee. Ghee is very pure, clarified butter. Ну, в те джунгли пришли какие-то индусы и принесли с собой топленое масло, ги. And when this tribe took the smell of ghee, they were almost vomiting. Oh, this is disgusting. Аборигены понюхали это ги, они стали так вот махать перед носом, и фу, какой отвратительный запах. So for those who are in Tamagun, Sattva is disgusting. And for those who are in Sattvagun, then Rajas and Tamas Это become пример для того, что для тех, кто находится в тамагуне, для них саттва кажется чем-то отвратительным. А для тех, кто уже на уровне саттвы, для них тама неприемлема. So the cultivation of purity is an ongoing experience. Поэтому вот эта культивация чистоты – это процесс. The next one is santosh, contentment. Следующий ньям – это сантош, удовлетворение, умиротворенность такая. It means in every situation to be satisfied. Это значит, что при любых обстоятельствах, в любых ситуациях быть спокойным и удовлетворенным. There's a famous history in India. В Индии есть известная история такая There was one prostitute, her name was Pingala. про одну куртизанку, которую звали Пингала. And she made a statement which has become famous all over India. И вот то, что она сказала, ее высказывание стало таким известным, как поговорка, афоризмом. He said, Asha hi paramam dukam. It means to have a hope is a state of suffering. To have a hope is a state Она of сказала, suffering. что надежда – это уже причина страдания. So one evening she had decorated herself Однажды вечером она нарядилась and she was standing on the gate of her place. и стала у калитки своего дома. And so many persons were walking by. И много людей проходило мимо. And she was smiling and trying to attract them. Она привлекательно так заманчиво на них смотрела, улыбалась, So she saw one man coming, she пытаясь thought, найти клиента. Посмотрела на одного мужчину, мимо проходящего, he's my client. и подумала, сегодня он будет моим But he walked клиентом. past Но этот мужчина просто прошел мимо. and she felt disappointment. Она почувствовала такой болезненный укол какого-то разочарования. So each time her hope went up and each time she was disappointed, more and more suffering И came. каждый раз ее надежда возвышалась, как она все больше надеялась, чем больше разочарования она испытывала. And after a few hours she felt so miserable. И так прошло несколько часов, и она пришла уже в полное уныние. So then she said to herself, oh, forget it. Она сказала, да ладно, забуду. I don't want to do any business today. Даже сегодня бизнесом заниматься не буду. And the moment she День said удался. that, she felt this happiness coming inside. И как только она это решила для себя, тут же она почувствовала какое-то удовлетворение. And feeling this happiness inside, she said, Ashai paramam dukam, nirasya paramatsukam. Now I understand. To have an aspiration, to have a hope, is a situation of suffering. But to become hopeless is complete happiness. Когда она пришла к такому выводу, она сказала, зачем нужно чувство надежды какого-то? Если ни на что не надеешься, то не будет никакого разочарования. So santosh means that if you can wander through life without any expectations of anyone or anything, you'll be completely happy. Поэтому вот эта идея сантоша, удовлетворения, не ждите ни от кого ничего, не ожидайте в жизни. И тогда у вас не будет никакого разочарования. So unless this is natural, one has to practice it. Но если это состояние неестественно, то надо практиковать These его. teachings. So the next yam is a tapa, Следующий ниям – это тава, austerity. аскета. So there are different types of tapa. For example, fasting. Существуют разные виды. Пост. The
in India it's very popular to fast on Ekadasi, the 11th day of the moon. В Индии популярен пост день Экадаши, 11-й фазы луны. So to fast on Ekadasi gives many physical and also spiritual И benefits. пост в этот день приносит очень много материальных и духовных благ. Another type of tapasya is, one is called kastamon and other is called akarmon. Kastamon means to be silent, don't speak. Обет молчания тоже вид аскезы. Not more than necessary. Ну, не перебарщивать. To not speak, to observe silence is very, very pacifying for the mind, favorable for concentration. Молчание это очень благоприятно для спокойствия ума, удержания энергии внутренней. The word for silence in Sanskrit is mauna. На санскрите молчание называется мауна. So one who does mauna is called a muni, Тот, кто совершает мауну, называется a муни, sage. мудрец. And a muni means a person who can do manan, that means meditate. Муни, мудрец, это тот, кто может совершать мана, размышлять, философствовать. One of the best things that you can do to deepen your meditation is just shut up. Поэтому самое лучшее лекарство для всех проблем и для вашей духовной практики это просто замолчать. So speaking a lot very much makes disturbance. Постоянные вот эти разговоры вызывают очень много, будоражит ум очень сильно, вызывают много колебаний в сознании. That's called kastamon. The other type is called akarmon. А еще один вид молчания называется акармон. Akarmon means to have poker face. Это как лицо человека, который играет в покер, в карты, что непроницаемое лицо. It's one type of tapa, to refrain from facial expressions. Не надо делать никакие выражения лица. Просто нужно серьезно, спокойно смотреть. So you see sometimes very advanced spiritual personalities. They look very miserable. Иногда видите каких-то возвышенных духовных личностей, которые как-то кисло выглядят очень But actually грустно. they're in complete bliss. Но на самом деле они в полном блаженстве находятся. Но внешне это не увидишь. So this is called tapa. Это как раз и есть тапа. So the next one called swadhyay. Swadhyay means Vedic study. Свадья – это изучение вед. To read the Vedic literatures like Bhagavad Gita, Mahabharata, Предписание Srimad изучать Bhagavatam, ведическую the литературу. Puranas, and so on. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Пураны. And to study them in the Изучать, association of other students. обсуждать с другими студентами. This is a very important part of the niyam. Это важная составляющая нияма. I'll give an example. Я приведу пример. We have been discussing about Atma. Мы обсуждали с вами идею атмы, The Atma is not the physical body. что атма, душа, не является физическим телом. But due to so many viparyaya, Но из-за вот этой fluctuations in the mind, there is misconception about ourselves and the world around Но у us. нас все время ложное восприятие себя, истинного я и окружающего мира из-за вот этих сильных колебаний в сознании. It's all very theoretical. И все это теоретическое. But when a person, they study, they recite and they hear from the Puranas, of the Vedic literatures, then there are many stories and histories that illustrate the points in a very dramatic and powerful way, which is completely life-changing for the persons who listen. Очень полезно поэтому изучать ведические писания, потому что в них много историй, которые откладывают такое сильное впечатление. Они таким образом объясняются эти концепции, что это становится очень осознанным таким знанием и помогает. So it's essential for the person who's practicing yoga to undergo these internal experiences by contact with the histories that the sages have given in the Vedic literatures. И поэтому необходимо общаться с теми, кто знает вот эти писания и истории, может объяснить их. Give an example. Я приведу пример. In Bhagavad Purana, how are we doing for time? By 10 to 5. Completely out. Okay.
So, in the Bhagavad В Purana, Бхагават-пуране there's a very interesting history about a king named Chitraketu. описана интересная история о царе Читракету. He was a very powerful emperor, Был могущественным императором. and he had many wives, У него было много жен, but he had no son. но у него не было наследника, не было сына. So that was a big problem for him, because a king always has to have an heir to be the next king. Была серьезная проблема для него, потому что царю всегда необходим сын, чтобы был следующим на престоле. So this problem was always on his mind. Это It caused great беспокоило его. anxiety. И из-за вот этой проблемы он постоянно был в таком обеспокоенном состоянии. So one day, a great sage, a great rishi called Angira Rishi, came to the palace of King Chitraketu. Однажды во дворец прибыл известный мудрец Ангира. And the Chitraketu, kings, they give so much respect to the sages. Цари с огромным уважением относятся к святым. He bowed down to him, Царь должным образом поприветствовал Ангиру, gave him a throne, предложил ему сесть на свой трон, he did puja, провел пуджу ему, and then he sat down in front of the sage. присел перед этим святым. So he was very respectful. С огромным уважением он приветствовал. But his mind was filled with ideas. I hope the sage can solve my problem. Он приветствовал его так очень радушно, но ум все время был предвзят идеей. Я надеюсь, он поможет мне с моей проблемой. He could not understand, actually, that's not his problem. His problem is his own illusion. Он на самом деле не понимал, что проблема его не заключается в отсутствии наследника престола, а проблема его в том, что он в иллюзии под влиянием майи. So the sage wanted to impart to him spiritual teachings. И этот Ангира Риши хотел наделить царя духовным знанием. But Chitraketu was, Maharaj, please help me, I want to have a son. Но Читракету сказал просто: «О, помогите мне, пожалуйста, мне нужен сын». So then Angira Rishi understood. He's not ready. He's not ready to hear. И He тогда has 2 ears, but nothing will go Риши inside. понял, что ничего в уши царя, никакие духовные знания он не сможет сейчас So Angira довести. said, I can help you. И тогда этот Риши сказал: «Хорошо, я помогу тебе. I'll do a fire yajna. Я проведу огненное жертвоприношение яги для тебя». Swaha. And he did a yajna, Он сделал. and some kheer, sweet rice, that was offered in this yajna. He told the king, give this to your wife, and she'll become pregnant very soon. И в этой яге они предложили сладкий рис, и потом он отдал этот сладкий рис царю, просадный рис, и сказал: «Пусть твоя жена покушает его, у тебя будет сын». So the king had many wives, but one, her name was Kritadyuti. У царя было много жен, но одну из них он выбрал, ее звали Критадюти, And this sweet rice he gave to и Kritadyuti. он дал этот сладкий рис ей. So she ate it, Она скушала его, and the sage went away. и этот Ангира Риши, он покинул дворец. And then some days later she became pregnant. И через несколько дней она забеременела, And the king was very happy. и царь был счастлив. After 9 months she gave birth to a 9 boy. месяцев она родила мальчика. So when the boy was born, they remembered, oh, the sage said, your son will be Harshashoka. И они вспомнили после рождения сына, что этот мудрец предсказал, что ваш сын будет Харшашока. Means the cause of happiness and Он distress. будет причиной радости, он принесет вам радость и также доставит вам печаль. So the king called his son Harshashoka, remembering the sage. Вспоминая слова этого мудреца, царь так и назвал сына Харшашока. So the son, he began to grow, and he was very sweet, very charming. И этот мальчик был очень сладким, он подрастал и он просто всех пленял своей Playing all the time. Царь постоянно играл с ним. The queen was playing with him all the time. Царица все время была рядом с ним. And they had such deep attachment for him. И у них была такая сильная любовь к мальчику. But the other queens, Но другие now they were being царицы, neglected. теперь они чувствовали, что ими пренебрегают, And they were so depressed. и они были в постоянной депрессии. They thought, we used to be queens, but now we're just like maidservants in this house. No Они one cares about расстроились us. и подумали: раньше мы были царицами, полноправными, а теперь мы подобны служанкам в этом дворце. And the envy and the suffering was growing day by И day. зависть, вот это чувство зависти и депрессии, оно все становилось сильнее и сильнее. So in the end they decided, why should so many of us suffer just for the happiness of one person? Они решили, почему мы все будем страдать ради удовольствия одного человека.
better that the child should die, and then we'll all be happy. Лучше, чтобы пусть мальчик этот погибнет, а мы будем все счастливы. And they put poison in the child's milk, and then the maid came and gave it to them. Тогда эти женщины, эти царицы, они отравили молоко малыша, и служанка принесла, нянечка принесла это отравленное молоко ребенку. So then Harshashoka, he was 5 years old, he drank his milk. Пятилетний мальчик Then he went to перед bed. сном выпил этот стакан молока и заснул. The next morning, when the maidservant came to wake him, wake up, wake up. На следующее утро, когда нянечка пришла разбудить его, And she saw a dead body was there. она увидела, что мальчик не просыпается, что лежит там в кровати And труп she уже. screamed. И нянечка закричала, Then his mother came running, и на крик прибежала мама ребенка. and seeing her dead son, she fainted. И увидев, что мальчик умер, она потеряла сознание тут же. All the relatives and different courtiers of the palace, they all surrounded the Вся body. свита, все слуги, все родственники стали сбегаться в спальню. The king came there, Прибыл царь туда, and he could not accept what happened. и вообще для него это было, он не мог поверить. He was saying, "My son, open your Смерть eyes. ребенка, он кричал: сын, открой глаза, Talk to me." поговори со мной. He became mad. Он просто обезумел от горя. So just then, in the midst of all this, the great trauma and drama, И вот пока происходила вся эта трагедия, эти бурные эмоции, that sage Angira, тот самый мудрец Ангира, along with another sage Narad, they вместе со своим returned. другом, After 5 years, they returned to the palace. мудрецом Нарадой, они вернулись, они прибыли во дворец царя. Прошло уже 5 лет. So then Narad said, "Oh, what's wrong? Why is everyone crying?" Мудрец Нарад сказал: что тут происходит, почему все в таком унынии? He said, "Oh, the princess died. The princess died." Ему сказали: принц погиб. Narad said, "Don't fear." Нарад сказал: да не волнуйтесь вы. And he walked over to the bed, Он подошел к кровати and then he called out, и сказал: "Oh, Atma, о, Атма, where are you going? Come back куда ты here." отправилась? Немедленно вернись сюда. And they saw the particle of shining light enter into that body, and the boy opened his eyes again. И они увидели, что это такое маленькое, как звездочка горящая, она подлетела к телу, вошла в тело, и мальчик пристал на кровати и открыл глаза. And he sat up on the bed, Сел, and then he stepped off the bed. и потом он сошел с кровати And he was looking at all these people, и стал 100 смотреть people на standing всех there, присутствующих в комнате. and everyone had been crying. И все рыдали до этого, он смотрел на всех присутствующих. So then Narad, he said, "Well, why are you giving trouble to your parents? Go and console them." Мудрец Нарад сказал: ты почему такие страдания своим родителям причиняешь? Он быстренько успокой, утешь. And then the boy looked at the crowd of people. Мальчик смотрел на толпу присутствующих He said, "Which couple are my parents? и сказал: а кто из этих присутствующих мои родители? And in which life were they my parents?" В какой жизни они были моими родителями? And everyone was in shock. И все были в шоке, когда они услышали такой ответ. The boy said, "Oh, I am a soul, Мальчик сказал: я душа, just like a gold coin. подобно золотой монетке. When a gold coin is in someone's pocket, Когда золотая монетка оказывается у кого-то в кармане, they think this is my gold coin, человек считает эту монетку своей. and they have so much love И for он that так gold coin. любит эту монетку, он так привязан к ней, не хочет с ней расставаться. Then when they spend the gold coin, Когда человек тратит эту then they монетку, forget about то it. он тут же забывает о ней. And now it's in the pocket of a new Монета person. оказывается в кармане уже другого. Now the new person thinks, this is my gold Или coin. же другой человек считает эту монетку своей. So each time the gold coin is spent, it goes to another pocket. Каждый раз, как она тратится, она переходит с кармана в карман. And each time the last person forgets everything. И предыдущий человек забывает уже об этой монетке. And the new person, this is mine, and has an Очередной attachment. любовь и привязанность к ней. She said, I am Atma, Мальчик сказал: я Атма. and I am wandering over many lifetimes. Я странствую из жизни в жизнь. And each time I take birth, everyone thinks, oh, you are mine. Каждый раз я рождаюсь в какой-то семье, все считают меня своим. And then when I leave, I go somewhere else, but they don't, I'm over there, but they don't care about me. Но когда я покидаю эту семью, потом рождаюсь в другом месте, уже те предыдущие семьи обо мне не волнуются, никому я не нужен. And then the other person says, oh, you are mine. Уже новая семья считает меня своим. In this way, I see the illusion of this material И world. таким образом
я вижу иллюзию этого мира. Now my karma, that's my ayu. My lifespan was over in my karma this life. Отрезок жизни, предписанный мне судьбой, он уже подошел к концу. So I was going to my next destination. Поэтому я отправился уже в следующее место назначения. If you give me permission now, I'll be on my Позвольте мне, way. пожалуйста, откланяться, мне пора идти. So then the king was watching. He said, Царь слушал это. yes, okay, of course. Да, извините, конечно, идите. And then the boy, he lay down on the bed and Мальчик лег обратно на кровать. Atma left again. Душа атма вышла изо рта и ушла. So then the king Chitraketu, his eyes were open. Глаза царя тогда были широко раскрыты. And he came to the sage Narad and Angira. Подошел к этим мудрецам Нараде и Ангире. And he bowed down to them. Склонился перед ними. He said, oh, please forgive me. Сказал, простите меня, пожалуйста. I was completely in illusion. Я был в полном невежестве. Now my eyes have become opened about the nature of this material existence. Вы открыли мои глаза, теперь я понял иллюзорную природу этого мира. Please teach me how I can transcend this endless chain of birth and death and enter the spiritual plane. Помогите мне выбраться из этого бесконечного цикла рождения и смерти и достичь духовного мира. So then Narad, he gave initiation. Тогда Diksha. Нарада, он дал инициацию, духовное посвящение этому царю. He gave a mantra and taught Chitraketu how to chant and meditate for the Он дал mantra ему мантру и обучил его, как медитировать на эту мантру, как to повторять, attain divine love from God. чтобы развить в себе любовь к Богу. So before his ears, he could not hear. До этого Читракету был не готов услышать духовные наставления. But now, by the grace of the great sages, Но теперь, his ears became open and he was ready to hear about reality. по милости этих теперь личностей, произошла трансформация, теперь он уже был готов выслушать. So there's a secret in this story. В этой истории есть секрет. And the secret is that after Angira Rishi did the 5 yajna and gave the sweet Секрет rice to the следующий. king, После того, как Ангира Риши провел эту ягью и дал сладкий рис, he went away. он ушел. So one of the yoga siddhis is the power to extend your consciousness to enter into another person's И body. одна из мистических сил йогов – это расщепить свое сознание и заслать часть своего сознания в тело другого человека. So it was Angira Rishi who entered into the womb of the king and became the boy. И вот, это был сам Ангира Риши, который вошел в лоно царицы и родился как сын царя. That's why when he came back with his friend Narad. Поэтому, когда он пришел снова во дворец, он уже пришел с напарником Нарадой. So they were a double act. И это был такой двойной Narad роль said, играли. hey Atma, where are you going? Потому что Нарад был, Атма, ты куда пришла? And it was Angira himself Это who уже came, опять Ангира entered into the body вернулся of the обратно boy. в тело мальчика. By his yoga siddhi, then stood up Мистической силой встал, and then he spoke philosophy. поговорил, объяснил философию всем присутствующим. So Chitraketu, he could not listen to philosophy from the mouth of Angira because he had no attachment for him. Почему? До этого царь Читракету он был не готов выслушать философию из уст Ангиры, потому что у него не было никаких такой привязанности, близких чувств к этому. But because he was so attached to the boy, when the words came from his mouth, he was listening. Но он был очень привязан к своему сыну, и поэтому слова, когда они исходили из уст его сына, он очень им сильно внимал. So if the disciple has a very strong attachment for their guru, their spiritual master, then the message will go Поэтому, если у inside. учеников есть глубокая привязанность, такое чувство обладания к своему духовному учителю, то тогда они очень будут глубоко воспринимать его наставления. So, you see, I can tell very theoretically, you are not this body. Я могу вам теоретически 100 раз повторить, что вы не есть это тело. And what is illusion? И объяснить, что такое иллюзия. But if you hear the Vedic, the stories, the Но если вы Puranas, услышите then ведические it's истории, another world. то они opens. оживают для вас, тогда это уже совсем другой мир. And that is why Swadhyay is one of the niyams of Ashtanga Yoga. И поэтому как раз свадьяи и есть одна из ниямов аштанга-йоги. Because by Swadhyay one can enter into the world of the Vedas, Vedic worldview. Потому что посредством свадьяи человек может познать ведическую концепцию жизни, мировоззрения. After that, И после этого then your asana, your pranayam, your dharana, your samadhi, everything will have power. после этого, когда все ваши асаны, пранаяма, пратяхара, все это будет
силой. Okay, so the last one Последняя is called нитья Ishvara Pranidhan. Ишвара Пранидхан. Doing everything not for yourself, but doing everything in your life you do for God. Все, это должно быть, что мы живем, действуем не ради себя, а ради Бога. So I want to speak a little bit more about Swadhyaya, Я хочу Vedic study, and Ishvara Pranidhan. больше We've run out of time. Я хотела поговорить подольше о Свадьяе и Ишвара Пранидхане, но на сегодня у нас мы подошли Please come tomorrow promptly at к 3 концу o'clock, времени. Завтра приходите вовремя в 3 часа, and we'll have another look at the concept of Swadhyaya and why it's important. где мы рассмотрим глубже вот эту концепцию необходимость Свадьяи. And then our seminar tomorrow is called Understand Your Body, Understand the И Universe. мы закончим эту тему, и завтра перейдем к следующей теме «Познать свое тело и познать космос». So we'll deeply look at the metaphysical principles which connect the body and the universe. Мы рассмотрим метафизические принципы взаимосвязи между нашим телом и космосом. And try to comprehend why this understanding is essential to make progress in yoga sadhana. И мы постараемся понять, почему необходимо это понимание этой связи, взаимосвязи для того, чтобы для успешной йога-садханы. So my dear brothers and sisters, Дорогие братья и сестры, мы завершаем